Про себя в двух словах скажу, что я действительно имею опыт. Я 15 лет работала в автомобильной сфере и была маркетологом, и занималась рекламой. И, естественно, это отразилось на всей моей дальнейшей работе. Сейчас у нас в семье два направления бизнеса – это аутсорсинг персонала. И второе направление, которое я веду, это компания, которая называется «Изысканные сладости». И основная задача была, эту компанию я сделала 1,5 года назад, и я ее использую в качестве площадки, тренажера, на которой я отрабатываю все современные технологии и все современные тенденции по продвижению. И основная задача, которая у меня была, которая передо мной стояла, это научиться что-либо продвигать через Инстаграм. На тот период это было очень актуально, это была новая тенденция, и, естественно, я ее взяла и воспользовалась этим. Я подумала, что я возьму какой-нибудь продукт, пусть это будет нечто полезное, что-то там без консервантов, без химии, без красителей. Я привезла из Северной Осетии чурчхелу и пастилу. Я привезла из Карачаево-Черкесии интересные вареницы с молодыми шишками сосновыми из молодого грецкого орешка. Все нафотографировала и выложила в Инстаграм. И с этого момента я позвонила своим друзьям, рассказала, что все, ребят, мой бизнес в Инстаграм, приходите. На меня подписалось 10 моих друзей. Но этого недостаточно для того, чтобы вести бизнес. После этого мы пошли по следующему пути. Я встретилась с каждым из них и угостила их всех своей продукцией, попросила зафотографировать, разместить у себя на страничке в Инстаграм и указать, что по такому-то аккаунту вы можете купить эту продукцию. Естественно, все мои подружки сделали это, и у меня начали появляться первые клиенты. Как вы думаете, на тот момент смогла ли я понять, откуда они ко мне пришли и как они у меня появились? Я волнуюсь, поддержите меня. Как вы думаете, они могли узнать, откуда? Конечно, я не могла узнать, но единственная там простецкая вещь, которую я могла сделать, я могла посмотреть аккаунт, который на меня подписался. Я могла зайти в аккаунт моих друзей, посмотреть, есть ли у них в подписчиках этот человек, и у себя в табличке в течение первого месяца я записывала, кто из друзей сделал для меня большее благо и от кого пришло больше рекомендаций. Через месяц я устала этим заниматься и поняла, что будем искать другие способы. Но следующий путь был более традиционный. Я разместила пост, в котором анонсировала какой-то там глобальный дорогой приз, дорогой моему карману и моему сердцу, и пригласила всех, чтобы отмечали там 2 своих друзей под этим постом. Ну и в определенный день там случайным образом я определю, кто выиграл. Как вы думаете, что писали у меня в комментариях? Какие аккаунты указывали? Кто-то вообще участвовал в подобных конкурсах в Инстаграм? Что обычно указывают? Вы действительно своих реальных друзей указываете? Вы прям несете благо каждому бизнесу. Люди указывают либо свой второй аккаунт, либо указывают какой-то левый коммерческий аккаунт, которому на мою продукцию вообще абсолютно все равно. Поэтому это получалась игра в одни ворота. То есть я анонсировала дорогой подарок, а реальной пользы вот данный розыгрыш и данные рекомендации мне не принесли. Что я получила, установив данное мобильное приложение, внедрив его в свой бизнес? Первое и самое главное, что для меня очень важно, как для маркетолога, я получила оцифрованную клиентскую базу. Для чего мне это нужно? Во-первых, я узнала портрет моего покупателя, я узнала, сколько лет моим покупателям, средний возраст, я узнала пол, кто у меня покупает, я узнала, кто рекомендует мою компанию, я узнала, каким образом они узнают о моей компании, от кого, какое количество покупок они совершают, и также я могу видеть, какой средний чек у этих покупателей. И смотрите, на конкретном примере. Вот 1,5 года я вела свою страничку в Инстаграм, и это моя статистика по Инстаграм, она для вас будет слева, и справа это статистика по UDS Game. 1,5 года я была уверена, что моя основная целевая аудитория это женщины, которых 87% и 13% мужчин, и основной возраст это 25-35 лет, как в Инстаграм это в статистике показывается, но смотрим средний возраст 29-30 лет. Когда я подключила UDS Game и 2-й месяц имею возможность мониторить свою целевую аудиторию, смотрите, вот в кружочке со стрелочкой, мужчин оказывается 35%, женщин 65% и средний возраст 35 лет. Во-первых, средний возраст 29 и 35 лет – это разная маркетинговая стратегия. Как достучаться до этого потребителя, до этого покупателя? Это раз. Каким образом с ним взаимодействовать? А второе, вот
я в значительной степени пересмотрела свою целевую аудиторию в плане пола. С мужчинами тоже по-другому нужно контактировать, и другие инструменты по продвижению продукции есть. Второй момент, второй классный инструмент, который я получила, это клиентские рекомендации. И теперь, что для меня, как для предпринимателя, очень важно, я могу не только видеть, кто меня рекомендует, но еще и могу благодарить своих клиентов за то, что они меня рекомендуют. Это делается, то есть сначала порекомендовал, потом покупку совершили, а после этого я уже поблагодарила. Сначала деньги, потом стулья. И второй момент, я никого не упущу, это в автоматическом режиме начисляется, да, я вижу. То есть всех своих рекомендателей я просто не упущу и скажу им свое финансовое спасибо за то, что они порекомендовали и условно привели ко мне друга. Смотрите, вот конкретный пример. Я взяла статистику последних 2 недель. У меня вырвался вперед по рекомендателям Андрей Волков. Я не случайно рассказываю про его имя и фамилию, потому что спросил, он мне разрешил про него рассказать здесь. И мы с ним познакомились на Red-маркете. Он у меня совершил всего лишь одну покупку на сумму 550 рублей. И за последние 2,5 недели, не 2,5, 3 недели, с 23 июня, он порекомендовал меня своим 20 друзьям. Эти 20 друзей рекомендовали своим 13, и эти 13 рассказали еще 14. То есть на 3-м уровне рекомендаций у меня получилось 14 еще дополнительных клиентов. Этих людей на 1-м, 2-м и 3-м уровне я в принципе не знаю. Я уверена, что и Андрей Волков, 2-й и 3-й уровень рекомендаций, как правило, тоже не знают. За 3 недели я получила 20, 30, 40, 47 потенциальных клиентов, которые узнали обо мне и о моей компании. Более того, эти клиенты совершают покупки, и Андрей Волков уже имеет с их покупок начисленное вознаграждение 482 балла равно 482 рубля. Он может уже прийти ко мне и совершить покупку. Последнее, о чем я хотела сказать, о инструменте, который я для себя выявила и который мне безумно нравится. Это пуш-уведомления. Изначально я ошибочно считала, что пуш-уведомления – это раз в неделю у меня есть возможность по тем, кто присоединился к моему разделу в UDS Game, отправлять какое-то сообщение рекламного характера, и эти люди будут от меня получать какие-то новости, какую-то информацию. На самом деле здесь есть более крутой функционал, который вот сейчас в работе я увидела и обнаружила, выявила для себя. То есть вот смотрите, тот же Андрей Волков, про которого я вам рассказывала, за последний период времени поделился со своими друзьями информацией о моей компании. К примеру, в данный момент времени Андрей Волков сидит и на бизнес-ланче пьет свой кофе. И в данный момент, к примеру, у меня совершает его покупку его друг Дмитрий. И Андрею приходит пуш-уведомление, которое, кстати, с логотипом моей компании, названием моей компании и приятной информацией, что ему начислено определенное количество баллов за то, что его друг по его рекомендации у меня купил. Это очень нейтральное, классное касание, и я тем самым получаю клиента, который мне признателен, благодарен, который лояльно относится к моей компании, который в дальнейшем, в ближайшее время ко мне обязательно придет. Круто? Очень. Согласны? Установив мобильное приложение, я получила собственную программу лояльности клиентов. Я попала в мобильное приложение к моим клиентам. Я попала в мобильный телефон к моему клиенту. Если раньше я была в Инстаграме, я думала, что я в телефоне моего клиента. Я ошибалась. Инстаграм по своему усмотрению показывает мои посты, и не каждый день люди туда заходят. А сейчас я в мобильном телефоне у своих клиентов. Я экономлю затраты на продвижение. Я неограниченное количество дисконтных карт выдаю, и причем эти дисконтные карты мне не стоят вообще ничего. Я имею возможность мониторить рекомендации, имею возможность получать обратную связь и коммуницировать со своими клиентами. Данное мобильное приложение заменило мне сайт, и сейчас, когда появится возможность оплачивать через данное мобильное приложение, я думаю, что я в принципе уйду от сайта. И самое главное, я имею возможность анализировать базу клиентов, которые не только у меня покупают, но которые также интересуются моей продукцией.